Всем привет! Сегодня приготовлю вкусные вареники с вишней. Вареники с вишней с моего детства. Мой любимый рецепт. Беру 400 грамм просеянной муки. Добавляю 1 чайную ложку соли. Перемешиваю. Добавляю 1 яйцо и 170 мл молока комнатной температуры. Сначала замешиваю лопаткой. Присыпаю поверхность стола мукой и вымешиваю руками. Если тесто слишком мягкое, добавьте немножко муки. Но смотрите, не забейте тесто мукой, оно должно быть мягким. Вымешиваю примерно до 3 минут. Кто часто работает с тестом, тот уже по ощущениям понимает, что тесто готово. А как новичку узнать, достаточно ли вымешивать тесто? Смотрите, просто. Я беру ножом, делаю надрез и смотрю. Если тесто однородное, без прослоек сухой муки, значит достаточно вымешивать. Если нет, то еще немного домешиваю. Оставляю тесто отдохнуть, накрыв его миской на минут 20. Пока тесто отдыхает, буду чистить вишни от косточек. Делаю я это вот так, с помощью такой деревянной палочки. Очень удобно. Советую для этого брать хорошо спелую вишню, тогда косточки отходят очень хорошо. Вишня держит форму, практически не выделяя сок. Тесто отдохнуло. Делю его на 4 части, одну буду раскатывать, а остальные накрываю, чтобы не обветривались. Да, тесто на вареники сильно тонко раскатывать не нужно, потому что вишни разных размеров, и может где-то нужно будет тесто подтянуть, и чтобы оно не рвалось, оно не должно быть сильно тонким. Стаканом вырезаю кружочки, диаметр стакана у меня 7 сантиметров. Мне больше нравятся средние вареники. Выкладываю их на досточку, присыпанную мукой. Обрезки теста собираю в шарик и отправляю к остальному тесту. С обрезков также буду раскатывать лепешки на вареники. Выкладываю вишню и скрепляю края. Первая партия готова. Буду варить. Для этого заранее поставил воду на огонь, в кастрюлю налил 2 литра воды, подсолил ее немного, пол чайной ложки соли. Как только вода закипела, выкладываю вареники в воду. Слегка помешал, чтобы они не слиплись, и довожу до кипения. И как только вода закипела, нужно отрегулировать скорость огня, чтобы вода не сбежала с кастрюли. Варю примерно 5 минут. Что можно сделать, чтобы понять, сварились вареники или нет? В одну лепешку не кладу вишни, разрезаю ее на 2 части и варю вместе с варениками. Ее можно будет попробовать и понять, сварилось тесто или нет. В миску положил кусочек масла, выкладываю вареники и слегка их перемешиваю, чтобы они не слиплись. Таким образом варим все вареники. Моя любимая подача это с медом и сметаной.
Всем пока, до новых встреч, а кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх и нажимайте колокольчик.